Всем привет, это Эдмунд Кашевский, Рига Студио 25/8. Сегодня у нас в гостях автор вот этой гениальной заставки, которую вы только что увидели, наш старый добрый друг, как он сам себя называет, я профессиональный путешественник с некоторых пор, а на самом деле это, я бы сказал, даже золотой голос латвийской рекламы, это раз, а второе бренд это... Voice многих радиостанций. Да, Voice of TV and Radio, да. Ну, короче говоря, сегодня в гостях в Рига Студио Гоша Теплов. Я теперь уже научился говорить по-латышски, между прочим, используя искусственный интеллект. Теперь мне искусственный интеллект помогает говорить на государственном языке без акцента. И поэтому я уже читаю рекламу на латышском языке, и это здорово. Я тебе потом покажу. Гоша, зачем тебе искусственный интеллект? У тебя своего достаточно. Комбинируем. Оказалось недостаточно. Вообще в процессе в жизни приходится изучать очень много новых вещей. Если ты не будешь следовать в ногу со временем, то время тебя обгоняет, а ты стоишь на месте. Это называется деградация. Поэтому, чтобы не деградировать... Папа, вы сейчас с кем говорите? Дорогие друзья, стала традицией здесь собираться уже на Рига Студии. Я уже здесь, по-моему, третий раз рассказываю о своих приключениях. За 3 года третий раз, да? Да, которые происходят каждый год. И вот отчетный период. Отчетный период. Надо читать, что произошло. За 3 года. За 3 года произошло огромное количество изменений в личной моей жизни. У меня поменялось представление о бытие. Вообще? Да. Поменялись ценности, и я теперь совсем не тот, что раньше. Что был когда-то. Со словами классика хочется продолжить. Да. Про меня писал Достоевский, да. Прошу прощения. Фишка в том, что на данный момент у меня действительно есть что сказать. Я не знаю, я буду говорить сейчас банальные вещи, но они... Ты торопиться не надо, да? Они будут... мною прочувствованы и проверены на личном опыте. Вот. Я начну издалека, как говорится. Начну от печки. Перед нами сидит человек, который бросил все нафиг здесь, включая квартиру и много чего еще. Взял и отправился неизвестно куда. Поехал на Тенерифе, поехал на остров. И, в принципе, стал там жить. На ровном месте, можно сказать, с нуля. Там неровное место, там гористость. Гористая местность, очень много пещер, гор, где можно жить, на пляже, все такое. Я понимаю. Гош, а что тебя сподвигло вообще все бросить нафиг и уехать? Я очень благодарен ковиду, который случился тогда. И когда всех посадили на локдаун, это было 3 года назад, я просидел на локдауне почти год. И сидел я дома и работал, у меня студия дома. Студия заключается в компьютере. Сейчас я перехожу вообще на телефон, и я все делаю. Отказываюсь от компьютера, делать буду все на телефоне. И я просидел целый год дома, и я понял, что работая на интернете, на удаленке, я могу это делать где угодно, в любом уголке земного шара, если у шара есть уголки. И мой друг как-то сказал мне, Юра Зубарев, это благодаря ему, спасибо ему огромное, говорит, а поехали на Канары. А я, понимаешь, никогда не путешествовал. Это была моя мечта с детства вообще. Ты вообще никогда не путешествовал? Я там ездил в Египет условно, там, или это не путешествие, это туризм, понимаешь? Туризм и путешествие – это очень разные вещи. Когда ты приезжаешь, и ты не знаешь, что тебя ведут, и ты тут идешь с чемоданами, как дурак. Вот. А как ты приехал сам, как дурак, без чемоданов? Вначале я путешествовал как турист, и понял, что это полная шляпа и дико неинтересно. Я каждую неделю менял отель, в дорогих отелях останавливался, потратил кучу денег. И полгода я так по Тенерифам путешествовал, а потом я понял, что гораздо интереснее путешествовать по дешевым хостелям, где куча хипанов, всяких путешественников, таких же сумасшедших людей, как я. И я там зазнакомился, задружился, и просто потом попал в удивительные места. И вообще за эти 3 года я побывал в таких удивительных местах и повстречал таких удивительных людей, как за всю жизнь ничего подобного со мной не происходило. И поэтому, конечно, я очень благодарен судьбе, не знаю, вселенной, провидению или там чему угодно, что так со мной случилось. Потому что самый классный, самый мудрый шаг в своей жизни я совершил именно тогда, когда ушел в путешествие. Это я теперь понимаю, откатываясь обратно, потому что было очень страшно. Ни языка, ни друзей, что там делать, как работать, непонятно где жить, непонятно. И за вот эти 3 года я приобрел скилл путешественника, это навык. И теперь я точно знаю, что куда бы я ни пришел, я все воспринимаю, поменял отношения, я все воспринимаю как свой дом, мне хорошо там, где я есть, я могу в любой ситуации чувствовать себя просто превосходно, и это дает мне ощущение свободы. Как говорил Соломон Маркович,
Там, где хорошо, там и родина. Давайте посмотрим маленькую зарисовочку на эту тему. Я продолжаю снимать кино, документальный фильм. В прошлый раз я показывал довольно длинный, там 7-минутный фильм для Кикстартера. Я сделал рекламу в стиле документального кино. Сейчас маленькая заставка о путешествиях и вообще, что происходит в процессе путешествия. Поставьте, пожалуйста, 14-й вот номер с названием «Пилигримы». Это на стихи Бродского. Такой авторский маленький клип. Давайте посмотрим. Мимо ристалищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима синим солнцем полимы идут по земле пилигримы. Увечно они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. А значит, не будет толка от веры в себя и в Бога. И значит, осталась только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Красивая картинка, красивая зарисовка. Да, клип называется «Пилигримы», это на стихи Бродского. Бродский вообще мой любимый поэт. И речь идет о том, что в путешествии, как оказалось, человек может узнать себя настоящего, потому как мы живем в этом мире в масках, и мы все время вынуждены эти маски одевать, переодевать в зависимости от ситуации. Ну да хорошо, дружок, тогда что ты о себе узнал того, что ты до того В нашем не подсознании, знал? оказывается, огромное количество информации находится о наших желаниях, настоящих и страхах. Так говорит психология. И для того, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле, проще всего пойти в путешествие. Потому что когда идешь в путешествие, тебе совершенно все равно, кто ты, никого не знаешь. И тебе Вопрос никого не был, что ты о себе узнал. Я о себе узнал, что я неисправимый романтик. Мне необходимо менять в этой жизни с определенной частотой менять события, иначе я привыкаю, я чувствую рутину этого дня, бесполезность существования или, если хочешь, бренность бытия. То есть тебе нужна постоянно какая-то новая картинка перед Да, глазами, да. новые люди, новое все, да? Это называется, поскольку психология так устроена нашего мозга, что есть понятие гедонистическая адаптация, где бы ты ни был, если у тебя даже самое классное место, и ты живешь в самом лучшем, не знаю, во дворце, ты привыкаешь к этому, через какое-то время для тебя становится рутиной, тебе просто скучно и неинтересно. Пусть это будет... Помнишь, как в фильме? Что ты мне эту черную икру поставил? Да. Примерно то же Опять икра. самое. Опять Да. икра, да. И поэтому я еще со школьной скамьи понял, что в школе, самое интересное, это перемена между уроками, да. Особенно если большая перемена, то можно еще в столовку сбегать. И в жизни точно так же. Самое интересное в этой жизни – это перемены. Поэтому нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Вот у меня сейчас здесь квартира в Риге, которую я продаю, и слава богу, я решил путешествовать с рюкзачком и гитарой. Но тут мнения разделились. Слава богу, ты продаешь или не слава богу, потому что, на мой взгляд, как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо. Ну, ладно. Да как-то я уже в прошлом году я хотел продавать и понял, что ну ладно, хорошо, я подожду. Я понимаю, что если я за 4 года не воспользовался своей квартирой, мне надо от нее избавляться. Зачем она мне нужна? Я получу деньги, я могу купить себе яхту, трейлер, кемпер, могу поехать на Карибы, на Кубу, куда угодно, пока у меня есть силы и пока у меня есть время, потому что время – ресурс невосполнимый, было бы очень глупо сидеть и ждать пенсии, пускай даже на 21 этаже в моей красивой квартире, я ее очень люблю. А что, Гоша, сидишь на 21 этаже, на балкончике, на пенсии, там, потягиваешь сигару и смотришь на панораму Иманты. Ну зачем? Нет, послушай, я сейчас, вот я приехал сейчас, я жил, последний спот, где я жил в пещерах. Об этом чуть попозже. А сейчас я хочу... Давайте посмотрим кусочек из зарисовочка из жизни с названием номер 1. Это Хиппи-Бич. Я попал в такие удивительные места и познакомился с такими удивительно свободными людьми. Они вообще себя называют просто хипарями. Концепт хиппи... Так, натурально хипарями. Да, это... Концепт 70-х. Да. Конца 60-х, начала 70-х. Философия этого движения – это любовь и свобода.
в сочетании одно с другим не заставляет, не сподвигает людей жить на природе, выходить из системы потребления и ощущать, и быть счастливыми, что самое главное. Сегодня мы будем говорить о счастье, поскольку счастье, оно разное. И для многих людей, которых я встречаю, я обратно вернувшись, все мне говорят: чувак, как ты там живешь? У тебя нет комфорта, ты живешь как бомж. Ну, во-первых, не как бомж, а как профессиональный путешественник. И я... Как профессиональный бомж. Как профессиональный бомж, это путешественник, разницы нет, потому как ты везде, куда ты приходишь, ты чувствуешь себя как дома. И это состояние, это практикуется, это не сразу пришло. Ты просто меняешь свое отношение к ситуации. Это известно. Давай посмотрим картинку, Да. а потом я тебе вопрос Давай, задам. давай. Это Хиппи-Бич. Это одно из самых известных мест на Тенерифе, где собирается прайд хипанов. Вот это твое общество, да? Ну, твой комьюнити. Это мое первое посещение комьюнити. Очень красиво здесь, куча всяких. Это нудистский пляж, прямо на берегу. И все люди, которые туда приходят, они считают друг друга братьями и сестрами. Это так называемая семья Рейнбоу, которая живет по определенным законам. Внутренне есть. Вот, все, так короткая зарисовочка. И эти люди друг друга, безусловно, любят. Это такая безусловная любовь. Свобода и любовь. Вот то, что объединяет, или то, что манифестируют эти люди, живя на природе в полной гармонии, ощущая себя детьми природы, цветов, если хочешь. И это здорово, и это удивительно. Это выход из потребительского общества, это попытка больше отдавать, жить в гармонии с природой, больше отдавать, нежели чем брать. Друг мой сердечный, но насчет того, что вы выходите из потребления, ты тут, конечно, немножко погорячился и слукавил. Потому что, вы не можете не потреблять. Та же пища, я не знаю, там, та же одежда, тот же электрический ток, который ты должен откуда. От солнца. Хорошо. Инструменты музыкальные вы где-то должны брать. Там, и так далее, и так далее. Да. То есть вы от потребления... извини меня. Я с тобой согласен. Не спрыгните никуда. Я, конечно же, немножечко утрирую, говорю о том, что уходите... Конечно, мы все равно мы покупаем билеты. Вот чтобы прилететь, я должен купить билет. Еда там и все остальное. Да. Еду мы находим в специальных местах, не за деньги. Самый прикол, я теперь знаю, как можно прожить без денег вообще. Вот на билет. Если у тебя есть деньги, 100 евро, ты взял на билет, прилетел... Сейчас тебе покажу. Поставьте, пожалуйста, 6-й номер. Что касается еды. Если ты спросишь, где мы берем еду? Вот сейчас покажу, где мы... Покажите. Вот покажите, пожалуйста, где. Вот это после посещения одного из мест, где, в общем-то, мы отовариваемся. Это все бесплатно. Это просроченная продукция, которую просто магазины в большущем количестве, просто ящиками. Вот конфеты с ликером, понимаешь? Они просто просроченные. Ликер может быть просрочен. Нельзя продавать по шоколад, закону. да, я понимаю. Понимаешь, нельзя продавать. Это мой друг Боба. Он живет 8 лет на Тенерифе. Он профессиональный путешественник. Он уже продвинутый, прокачанный. Да, это Бобина девушка, я так понимаю. Да, Бобина девушка, художница очень классная. Она вообще там... Хипаны все необычные люди, потому что хипаны очень творческие люди, и отношение к жизни позитив. И знаешь, что я еще понял? Что если ты меняешь свое отношение к жизни на позитив, то и жизнь начинает меняться на позитив. И это не только потому, что ты ее воспринимаешь, поскольку мы живем в матрице, и все это иллюзия. Если ты меняешь свое отношение к этой матрице, к этой иллюзии, то иллюзия начинает подстраиваться под твое отношение. Нео, можно я у тебя спрошу? Это очень странно. Нео, можно я у тебя спрошу? Или я тебя буду называть тебе Нео? Не Гоша, а Нео. Да, хорошо, давай. А я же как кто там еще? А я буду агент Смит, хорошо? Нет, ты там был черный парень, который был. Ну ладно. Морфеус. Морфеус, да. Морфеус. Да, слушай, Гоша, окей, вот это все, это все те люди, которые, каким-то стечением обстоятельств, их занесло в одно место, что называется, они там встретились, они там организовались, они там живут по своим законам, по законам хиппи и т.д. и т.п., да? И у каждого ведь за плечами какая-то биография, у каждого за плечами там, я не хочу сейчас задавать какие-то такие глобальные вопросы про там что-то такое большое, но элементарно семья, дети, да. Дети должны учиться. Сейчас расскажу. Смотри, во-первых, прайд
Rainbow. Ты слово прайд? Хорошо. Осторожно. Семья Rainbow. Семья, это называется. Семья Rainbow. Ну, Rainbow... Это не то, про что ты сейчас думаешь. Да, но Rainbow это тоже сейчас тенденциозно воспринимается. Да, поэтому давайте сейчас воспринимать в радугу. В прямом смысле. В прямом смысле этого слова. В нормальном, радуга в нормальном смысле этого слова. Так вот, радуга существует, семья Rainbow. Это люди, которые объединены узами семьи хипанов. Это по всему миру. Каждый год собирается фестиваль Rainbow. Прямо сейчас он проходит в Бельгии. Я тоже туда думаю поехать, куда собираются спиричуальные хипаны. И они там молятся Шиве, они поют свои мантры. Они очень духовные люди. У них там, они не едят мясо, они читают там всякие разные мантры и так далее. Они очень такие, понимаешь, спиричуалы. Вот. Это тоже но ведь не совсем мое. Гошка, ты мясо ешь? Нет. Нет? Нет. Я уже несколько лет. Я приучил себя есть все. Мясо я не ем по той причине, что я не хочу никого есть. Да, для меня это как бы такой... Если на стол поставят мясо, я буду в гостях, я могу съесть кусок. Это не такой принципиальный момент, что я типа не ем мясо. Нет, нет, я не такой сумасшедший. Хорошо. Я стараюсь не есть мясо, потому что я понимаю, что есть кого-то, это глупо. И тем более, что есть... Я могу просто напомнить всей общественности и тебе тоже, что вообще-то... Первых людей выгнали из рая не за то, что они кушали котлеты и курицу, а за то, что они съели яблочко за фрукты. Ну, не надо так прямолинейно эту притчу понимать. Я думаю, что они просто нарушили запрет, а не потому что они что-либо съели. Ну, ладно, это другая история. Сейчас ну, ладно, по поводу чего? Комьюнити. Комьюнити, да. Комьюнити существует по всему миру. Я тоже туда попал, когда впервые я не понимал, что происходит. Люди ходят с деревьями и обнимаются. У них экстатик дэнс, это выглядит как дискотека. На самом деле это ритуал раскрытия пренатальных матриц и достижения океанического оргазма. Охренеть. Я тебе потом расскажу подробности. Да. Всего очень было много, и я такой ходил с выпущенными глазами. Но меня очень привлекло, что эти люди, они живут как братья и сестры. Понимаешь, я когда впервые попал, я шел босиком по какой-то тропинке, и навстречу утром идет ко мне какая-то девчонка молодая, обнимает меня. О, брат, как ты спал? Привет, все такое. И я понимаю, что незнакомый человек, приходи кофе пить. Вот тут. И так все у них построено. Понимаешь, братская любовь хипанская, она проявлена во всем. Я прожил на лодке. Там тоже был комьюнити 10 месяцев. Я про лодку отдельным блоком с тобой поговорить. Ну, дальше про сухопутных хипарей. И подобные комьюнити существуют по всему миру. И даже я думаю, что в Латвии что-то подобное происходит. Может быть, в Бельгии. Ну, вряд ли, у нас тут холодно. Холодновато, да. Но по всему миру, вот если поедешь на Бали, в Таиланд, не знаю, там, на Карибы, куда угодно. Ты приезжаешь, в Португалии я встретил огромное количество. И все, они путешествуют. Таиланд пример неудачный, там достаточно жестко. Да, власти на это все... По всему миру существуют эти хипатские комьюнити, куда ты приходишь, и тебя встречают как брата. Понимаешь? И в таких комьюнити ты получаешь и ночлег, ты можешь, даже если ты остаешься как волонтер, ты можешь там работать, и тебя там покормят тоже бесплатно. И все, или там, все очень-очень дешево. Но еды очень много и так. Вокруг растут бананы, там, где я вот последние 3 недели жил, это вообще в пещерах на берегу океана, у меня есть кусочек, я тоже поставлю. Через дорогу плантация папайи, куда ты можешь прийти набрать сколько хочешь папайи. А дедушка с берданкой там нигде в кустах не сидит? Мы собираем опадыши, и люди, которые работают на этих плантациях, они это знают. Поэтому хипанов они не гоняют, мы не срываем, мы очень аккуратненько приходим, опадыши собираем, мы им даже помогаем. У нас миссия, мы помогаем утилизировать продукты, потому что выброшенные продукты – это плохо. Люди потратили силы для того, чтобы произвести эти продукты, вырастить, и их просто выкинули на мусорник. Это плохо. Мы их собираем и спасаем. Мы Гоша, как ты... спасатели продуктов. Гоша, как ты качественно подвел базу под это все дело? Да, просто, да. Конечно. Ну так, а что, мы сейчас будем пещеру посмотрим? Давай посмотрим пещеру. Давайте посмотрим. Меня, значит, пригласили мои друзья. Сейчас скажу, поставьте, пожалуйста, 10-й трек. Меня пригласили друзья. Я продал кемпер. Я жил 2 года почти в кемпере. Тоже очень классно. Мы там комьюнити сделали. В кемпере жить вообще такая классная тема. Можно куда хочешь поехать, поставить на любой спот, на любую гору заехать и любоваться просто. И тут же можно костерчик развел, что-то там лег спать, утром проснулся, поехал в другое место. Но ребята меня пригласили, говорят, приезжай в пещеры. Давайте посмотрим, что происходит. Куда приехал Гоша? Да, я прожил... Вот.
Это Отель Калифорния. хотел в Welcome, Калифорнию. Гоша. Вот они меня так встречают, они уже набрали в мусорнике, значит, пиваса. Поскольку мы алкоголь не пьем, то... А очень- пиво это считается не алкоголь, да? Ну, не пьем, просто невкусно, уже надоело этот алкоголь. Вот это мой спот, значит, ребята подготовили, вот так меня встречают. Вот тут реально ты живешь, вот в Да, этой вот пещере. это моя пещера, сейчас все будет Ну, видно. вид, конечно, красивый. Да, вот это, значит, Боба, мой друг, это вот девчонка-художник. Вот они нарисовали мне такую табличечку, и вот, значит, я вот здесь чилю. Это Гошина терраса. Да, это моя терраса, мой спот, значит, вот там. Так. Вот найденный, Пирожок. найденный тортик на мусорнике тоже. Я думал, что Боба испек. Нет, это на мусорнике находится УДИ просрочка. УДИ, столько. О, собака. Собака живет там 5 собак больших. Вот кофе мы тут делаем. Это мои друзья хипаны. Вот девчонок очень много там. Ну, там человек 30 сейчас живет. И все А откуда люди? из разных стран, причем это точно никакие не бомжи, потому что там стоят машины, у них кемперы, и они при капусте, при деньгах, ну, как бы, При деньгах. Ну да, нет, они не богатые, у каждого есть какая-то дешевенькая машинка, где-то они что-то там. Люди, которые здесь живут, они живут То есть по по убеждению. убеждениям жить на природе. Я вот прожил здесь 3 недели, и я так кайфанул от того, что есть возможность почувствовать себя частью природы. Я продолжаю работать. Вот Так. видишь, я пишу рекламу. А электричество откуда в пещере? Солнечные панели. Вон у меня там. ладно? Да, солнечный год. Ну, Вот да. этого хватает? Да. 2 солнечные панели, стоит этот аккумулятор. Я купил, и все это в контроллер, все это я подсоединил. И все, спас запросто. Ну, у меня уже этот скилл прокачан, что касается электрибы. Вот, можно пойти покупаться. Туалетов нет. Все происходит в океане. Я не пользовался мылом 10 месяцев, поскольку я каждый день несколько раз просто нырял в океан. И когда ты так делаешь, от тебя не пахнет вообще, ты абсолютно То есть ты чистый. хочешь сказать, что соленый океан, он чистит твою кожу, как бы, Абсолютно. и никакого мыла не надо. Вообще, все то, что мы покупаем в магазинах и с рекламой, что типа вот это надо, это все обман, это фейк. Если ты просто в океан, соленая вода, она это альма-матер наша, это наша Антисептик. колыбельная, мы оттуда все вышли, так устроена природа. Ну, я тебе скажу, что твой этот отель Калифорния на берегу моря, сколько квадратных метров? 2, 3 там, да? Да, там просто положить, у меня там Ну, матрас там я видел. Да. Там какая-то все-таки. Ну, хорошо. И ты приезжаешь, вот тебе говорят, Гоша, вот тебе, вот твоя пещера. Да, условно говоря, там есть какая-то иерархия среди этого комьюнити, там есть какой-то старшина, там, я не знаю. Не-не-не, ничего Старейшина, такого. там, Не-не-не, там не есть знаю, люди, которые давно живут, там все время идет текучка. Приходят постоянные какие-то путешественники, всех встречают, кто-то пришел, какие-то девчонки пришли, путешественницы, там очень много всяких разных. Идет постоянная тусовка. Все они музыканты, все они такие, это во всех... Хорошо. Теперь все-таки ты мне не ответил на вопрос, а что с детьми? Дети есть там? Там есть вообще какие-то семейные отношения? Да, я видел, что люди путешествуют прямо с младенцами, с грудными, и с детишками, и на хиппи-бич приходят. Конечно, это может быть не так удобно, но я знаю несколько семей, которые на трейлере путешествуют, а они семьями Хорошо, путешествуют. а где дети учатся в таком раскладе? Не знаю. Я не задавал им вопрос. Как где-то учатся? Я знаю точно, что инструктор, у которого я проходил шкиперские курсы, у него дочка родилась на яхте. Дочери было 7 лет, когда я проходил курсы, и они ее каждый день возили в школу на маленькой лодочке надувной жих. Они ехали на берег, они стояли на острове Лансароте, другой. И там школа испанская, она ходила в школу каждый день. Они туда и обратно. Ну, как у обычных людей в школу ходить ребенок. Папа везет дочку. То есть на вопрос в школе, девочка, а кто твои папа и мама? Она говорит, хиппи. Нет, они не хиппи. Это люди, которые живут на лодке. У них очень дорогой катамаран и все такое. Они там, у них семья, которая живет на катамаране. Они не хиппи. Это я говорю о тех людях, которые живут в путешествии. Хорошо, а вот в этом хипарском комьюнити... Не, ну вот в частности в пещерах там детей не было, я не видел там. Слава Богу. И я видел только на хиппи-бич, туда люди приходят с детьми, но я думаю, что вряд ли они там прямо живут. Они просто приходят и оттягиваются. Это обычные люди, которые просто любят не знаю, свободу, природу и все такое. Фишка в том, что есть возможность почувствовать себя частью природы. И когда ты живешь вот так вот
просто на океане, в пещере, ты ощущаешь себя и вполне есть целокупно, естественно, ощущаешь себя частью природы и гармонично вписываешься во все происходящее с тобой. Вот я, честно говоря, слабо представляю себе Матвеева или Елисеева частью природы в пещере на Тенерифах. Вот ты бы Они тут вписался бы, сидят, послушай, вот ты работают. бы вписался бы очень хорошо, точно. Я говорю, ты бы Точно? сидел в пещере вот так, сидел с микрофоном вот этим гламурным. Ну что, дорогие друзья, Радиопещера в эфире, да? да, можно и так. Да. Ну вот, что еще показать? Ну, покажи еще что-нибудь. Ну, давайте посмотрим еще один. Поставьте, пожалуйста, второй номер, да, чтобы обрисовать эту ситуацию, как это красиво, чувствовать себя частью природы. Поставьте, пожалуйста, второй кусочек. Это лодка пошла, да? Да, это вот наша лодка. И вот это на пляже, на Хипатском пляже, который очень известен, называется Хиппи Бич. Красивое название, Хиппи Бич. Да, и вот вечером там собираются хипаны, сжигается костер, все это танцы, все вот это вот спиритуальная тема, все такое вот. Это прямо на пляже? Да, Костер на пляже, все да, эти... да. Перформанс, куча всяких разных. Попробуй в Юрмале разведи костер на пляже ночью. Ну, там все в порядке. Там За даже, тобой сразу приедут. да, там даже ребята готовят еду на всех. Там, ну, это тоже у них такое небольшое комьюнити. Палеты вот приносят, видишь. Вот они все играют в животных. Они разговаривают, хипаны разговаривают друг с другом криком всяких там например, там вороны будут прийти. Они играют в животных. Они очень хиппи, хотят быть в гармонии с животным миром. Они все то мяукают там, знаешь, в ответ. Это очень забавно. Да. Ну вот. Слава говоря, милейший, как пройти в библиотеку? Очень много музыки. Все ребята там... Ты знаешь, мне очень нравится, что там отсутствует гламур. Люди с этими вот губищами, вот эти вот девочки, да. Надутыми губами, да. Или люди, которые прикопустят. Там деньги не имеют смысла, потому как в семье Рейнбоу люди понимают, что самые ценные вещи в нашем мире вещами не являются. За деньги ты не можешь купить любовь и дружбу. И поэтому люди, которые ценят эти отношения, самые дорогие отношения за бабки не купишь их. Они собираются в общество и живут вот этими вот семьями, друг другу помогая. Я был на острове Ла-Пальма, и меня вообще крышу снесло. Я побывал в эко-поселении, где живет человек 100. И они не манифестируют, что мы комьюнити и все такое. Но это люди интеллигентные со всего мира, музыканты, которые приезжают и просто живут в домиках, сделанных из, простите, говна и палок своими руками, или просто внутри пещеры. Очень скромно, но очень все чистенько, аккуратненько. И когда я туда попал, впервые я попал на мероприятие, там был какой-то концерт, я смотрю на сцене, сцена самодельная, на сцене стоит профессиональный аппарат, JBL, довольно мощный, пульт, кишка, значит, управление, все, 20-канальный пульт, все у них заведено, я думаю, нифига себе, деревня в горах. И вдруг приходят 3 команды стало играть. И одна команда профессиональная, другой. Я думаю, да что, куда я попал? Просто классные музыканты. А потом оказалось, что там половина в этой деревне живет музыкантов с разных стран мира. Люди приехали просто вот так пожить. И я понял, что если у меня ничего в этой жизни не получится, если мне ничего не удастся, я ни к чему не стремлюсь уже, то просто жить вот в такой... Как? Ну, да, вот просто жить, довольствуясь и радуясь моментам, в моменте ощущать себя целокупно с природой в этих пещерах. Вот там дети, они там очень красивые дети. В этой деревне я видел удивительных детей, которые бегают по этим тропинкам, там шаг влево, шаг вправо, смерть. Они бегают вот на такой скорости, я там шел за деревья. Они там с детства, понимаешь? И они вот так живут на природе. И это круто. И вот как-то так. Так что если вдруг на пенсии ты можешь туда приехать, пещера стоит, можно, я видел одну пещеру, она оборудована как хай-тек, внутри микроволновка, телевизоры, подсветка, все такое, солнечные панели, закачана, вода закачивается. Вообще там, а чистая вода, все. И все, и он, чувак один там живет, он себе так заделал, как будто бы это хай-тек просто внутри пещеры. Вот заходишь, и такое ощущение, что ты попадаешь... Это за деньги или это бесплатное мероприятие? Он сам сделал. Он вложил там несколько штук своими руками, все себе отремонтировал. Нет, ну хорошо, но ты просто пришел, видишь, свободная пещера, зашел и Нет, живешь. она там что-то стоит, что-то 1,5 штуки, что-то вот такое. Там кусок земли. Это твоя земля, у тебя будет адрес. То есть он купил свою пещеру. Да, это официально. У них есть название Ламитас. Это называется поселение. Это эко-поселение, где живут люди одной семьей большой. Они все друг другу
помогают. Большая часть их музыканты, какие-то барабаны там делают, рисуют, дома разрисуют, помогают строить. В общем, вот так тоже есть, понимаешь? И самое прикольное, что они не манифестируют, что мы комьюнити, мы там давайте спиричуально там петь какие-то мантры. Нет, они просто так живут. Скажи мне, друг сердечный, а как на это реагируют и как на это смотрят официальные власти? Тамошняя полиция и так далее, и так далее. Полиция вообще в Испании, особенно на островах, очень пушистая. И на туристов не смотрят вообще сквозь пальцы. Если ты что-то нарушаешь, они могут тебя... Ну, если ты... Там принцип такой... Но ты уже не турист, ты уже там Послушай, постоянный в Испании принцип такой. Есть закон. Ты его можешь нарушать, но только в том случае, если никто на тебя не будет жаловаться. То есть вокруг никаких бабушек нету, которые там звонят в полицию. А тут у нас хиппи. Не, если кто-то так позвонит, то будут проблемы. Приедут полиция, потому что будут разбираться. Но полиция, например, знает, например, жить в пещерах запрещено. Так. Полиция знает, что там живут люди. Но поскольку эти люди никому не мешают, жалоб нет на этих хипанов, никто не жалуется, пускай живут. То есть вы там сидите на птичьих правах? Да, там в любой момент, там, где-то раз в год, особенно это перед выборами происходит в испанских, там, каких-то в советах верховных, они, значит, начинают наводить порядок и выгоняют хипанов. Последний раз они так выгнали, там завалили пещеры, камнями, и люди уехали. А потом эти камни пришлось опять хипанам руками вытаскивать. Они вытащили эти камни и опять живут. Вот так что у меня в пещере там стоит большой камень, мы его выкатить не можем. Мы его используем как стол. То есть, как от выборов до выборов, да? Слушайте, я хочу еще один кусочек поставить. Давай, это интересно. 12-й трек поставьте. Я себе пещеру оборудовал лакшери. У меня там проектор. Лакшери. Я смотрю там... Вот смотри. Ну, дайте лакшери что пещеру. Такое стоицизм и гедонизм? Это вот полная луна. Это моя пещера. У меня проектор там... Нарядно. У меня там 3 гитары. Рядом со мной живет чувак с консерваторским образованием по контрабасу. Мы там джемим. С другой стороны, парень живет, он фламенко играет. Мы очень часто собираемся и просто джемим. Вот мой спот. Я смотрю, значит, кино, фильмы, концерты и на Луну. Вот как-то так. Сейчас закончится вот кусочек и вот такой вот вид. Гоша, можно вопрос? Да, пожалуйста. Может быть, тебе он покажется странным, но а сколько можно? Ведь это же тоже может надоесть. Да. Поэтому я приехал продавать квартиру. Сейчас у меня появятся деньги. Я еще не решил. Либо я куплю яхту и буду ходить по миру, чтобы мне не надоедало бы. Постоял на одном месте, ушел на другое место. И так жить. Это образ жизни путешественника или человека без определенного образа места жительства. Это называется профессиональный чиллаут. По-вашему, это профессиональный чиллаут? Да, мы сейчас подходим к самому главному. Мы с друзьями в этой семье мы решили организовать государство чилла. Это будет или королевство чилла. Чилл. Это что? Датско-голландский опыт вам покоя не дает? Да. Почему нет? Государство будет анархическое. Мы решили, что мой друг Боба, он будет, значит, принц анархический Бобик, а я буду анарх Георг Первый. Вот. Кстати, у нас должность радиовещания, что там? Министр радиовещания. Портфель пока свободный. Шубейка такая. Это вполне серьезно. Гламурная. Идея, значит, вся эта идея заключается в том, что мы хотим напоминать людям, что счастье существует вне системы потребления. Потому что люди настолько адаптировались к материальному и социальному рабству, что не видят просто своих цепей, и поэтому думают, что так это нормально. Слушай, просто по Марксу и Ленину пошел сейчас. Пролетариат, цепи. Не, это никакой не пролетариат. Просто нам внушили, что мы для того, чтобы быть счастливыми, мы должны потреблять. На этом устроена капиталистическая система, потому что убери потребителя, система капиталистическая рухнет, что при перепроизводстве и кризисах иногда случается. Поэтому нужно постоянно убеждать потребителя, что ты должен покупать новую тачку, новую квартиру, новый холодильник, круче, чем у соседа. И я сам занимаюсь этим 30 лет, создавая рекламу, я как раз мотивирую людей, чтобы они в этой системе потребления жили. И я понял, что это полный фейк, потому что на самом деле можно без всего этого быть счастливым, если у тебя есть все, что тебе надо,
не все, что ты хочешь, а имей, что хочешь. Нет, имей, что хочешь, но не... забыл, как это правильно. Неважно. Короче, все то, что у тебя есть, оно у тебя как бы тебе нужно. И тебе не нужно большего. Не имей, что хочешь, а хоти, что имеешь. Вот. Не имей, что хочешь, а хоти, что имеешь. Гош, все равно нифига не убедил, скажу честно. Вот эта идея с вашим анархическим государством и принцем Бобиком, это, конечно, это повеселило. Паспорта я будут. Скажу честно. Что? Будут паспорта. Это будет официально. По этим паспортам можно будет получать скидки на путешествия. Мы уже сейчас ведем переговоры с путешественническими компаниями. Что, ты сейчас серьезно? Абсолютно. На самолеты. Они сами нам предложили, они просто увидели мои публикации в Фейсбуке, они увидели, что мы продвигаем путешествия. Они говорят: ребята, не хотите стать нашими волонтерами, которые будут предлагать путешествия со скидкой билеты и отели? Я говорю, почему нет? И люди, которые будут нашими подданными, они будут летать со скидкой и в отелях жить со скидкой. Почему нет? Но дело даже не в этом. Интересно, как на эту светлую идею посмотрят испанские власти? Никак. При чем здесь? Как? Это виртуальное государство. Мы виртуально создаем государство, сообщество виртуальное, которое живет по определенным... Да, идея, или, если хочешь, философия всего этого заключается в том, чтобы напоминать людям о том, что мечтать очень важно. Не забывать о своих мечтаниях, не жить только материальными вещами, копить, там, типа зарабатывать и все такое, как белка в колесе, а периодически путешествовать, уходить куда-то, не знаю. То есть это будет государство без территории, в отличие от имеющихся уже островных всяких там. Да, я думаю, что таких во всяком случае, мы можем, конечно, сказать, что наше государство на лодке. Мы так вначале думали, что вот наша лодка – это наше государство, у нас плавучее государство. Да. Мы можем это сделать в виртуальном режиме, и люди, которые хотят с нами нас поддерживать. А как быть, если ты на своем государстве, на своей лодке пересекаешь границу какого-нибудь реально существующего государства? И приходит дядька в погонах и говорит: I'm sorry. Нет, don't worry. Мы вторглись на лодке. Это захват. Это все. Оккупация. Это все. Это все делается для того, чтобы напомнить людям, что нужно жить мечтой. Вообще для меня самые важные две книги, которые в детстве на меня произвели впечатление, это «Маленький принц» и «Бременские музыканты». И все то, что происходит сейчас со мной, это закрытие моих детских гештальтов. За последние 3 года я почти все свои детские гештальты закрыл. Я научился управлять парусной яхтой. Я прожил 10 месяцев с хипанами-музыкантами на лодке. Я живу в пещерах, на острове. Очень жую кокос, ешь бананы, чунга-чанга. Все это как бы присутствует. И это только начало. Потому что до сегодняшнего момента я боялся продавать квартиру. Думал, что как я буду без квартиры, где я буду жить и все такое. Сейчас я понимаю, что вот так вот жить в лайфстайл путешественника — это очень клево, очень Гоша, круто и не трудно. Я дико извиняюсь. А если что, чего, грубо говоря, даже если надо получить какой-нибудь укол в задницу, там, пенициллина или еще чего-то, как с этим, как с медицинским обслуживанием? Да, вот у меня ухо заболело внутри, что-то там, я там пошел в больницу, просто сказал, мне болит ухо. Они что-то посмотрели, дали мне лекарство. Пошел, купил рецепт, полечил и все. Если что-то бесплатно? Что бесплатно? Лекарство за деньги купил. Не, обслуживание медицинское бесплатно? Я в скорую помощь пришел. Конечно, послушай, если у тебя, значит, нету страховки, визит в скорую помощь 400 евро. Но есть социальная скорая помощь. Куда я пришел, они посмотрели на меня, видят, что я себе взять нечего. Путешественник. Не, у меня есть с чего мне взять. Понятно. Условно. Я говорю, слушайте, у меня что-то болит ухо, посмотрите. Они, да ладно, все, давай, посмотрели, все, иди. Никаких проблем. Там, понимаешь, люди остаются, есть законы, но люди остаются людьми, и это здорово. Полицейские и те же медики, они все равно человеки, они видят, что там ты... А было ли за все это время какое-то, не знаю, вот какое-то обострение, какие-то там, я не знаю, там проблемы, стычки с официальными органами? У меня? Да. Нет, у меня не было. Мы попали один раз в ураган очень сильный, там нам очень повезло, потому как мы остались живы. Там ситуация была... Это на лодке. Это на лодке. Это да. Про лодку сейчас не. А вот меня интересует вопрос, вот было ли какое-то общение, скажем, там, с властями на какой-нибудь конфликтной почве? Да. Мы как-то поехали вот на тот же Хиппи-Бич с моим другом на мотоцикле, поставили его в неправильном месте, приходим с Хиппи-Бич, после 12 часов, а мотоцикла нет. А
Оказывается, полиция приехала, мы не прочитали знаки, они на испанском, мотоцикл забрали и увезли на стоянку. И нам пришлось в 3 часа ночи ехать в полицию, выкупать этот мотоцикл. Да, заплатить. Там, оказывается, у него не было ни техосмотра, ни разрешения, ничего. Да, ну, потому что это полный комплект. Да, потому что он почти как самодельный. Этот мотоцикл стоял на лодке, на яхте моего друга. И мы просто, это очень удобно. Приходишь, мотоцикл, раз, поехал. Он маленький, такой мини-мойки. Вот. Но фишка в том, что мы там пришлось все эти объяснительные писать. И приехал ко мне... На каком языке? На испанском. Ко мне приехали друзья. Они забрали нас с этого хиппи-бича и отвезли нас в полицию. На острове, например, марихуана легализована. Ну, как не легализована, она декриминализирована. То бишь, там есть специальные места, куда ты можешь прийти, и никто тебя ругать за это не будет. Ты можешь зайти и там покурить официально. Да. Это как сообщество любителей курения каннабиса. Марихуаны. Да. И это, да, на улице курить нельзя. Так. Но везде все курят. Вот идешь и везде просто шмалит это все. Я думаю, что скоро и у нас это все откроется, потому что мы понимаем, почему запрещена марихуана, алкоголь разрешен. Да, ты понимаешь, это чисто социальная фигня. И я думаю, что в нормальных развитых странах, Гоша, как Германия, Голландия, Америка, ты видишь, что там все это легализуется. Да. Вот хочется... И вот у нас была проблема, к нам подбежали полиция, потому что мы стояли, курили перед ними возле сторожки. Это было в 3 часа ночи, мы такие, они учуяли запах, подбежали. Что вы делаете? Как быстро ваши документы? Стали нас, я думаю, что нас посадили в тюрьму. Здесь бы нас уже сразу в тюрьму посадили. А там... Они, так, документ такой-то, они там по рации начинают. Я говорю, guys, sorry, something happened. Я у них спрашиваю. Они так на меня, да ты вы офигели, мы полицейские, а вы тут курите перед нами. А мы такие, oh, sorry, we don't know, everybody everywhere that's smoking, we don't know, sorry, oh, sorry, please. Окей. И они тут же нам отдали документы и развернулись и ушли, даже не стали проверять машину. У нас в машине был пакет на полкилограмма. Потому что мой друг, он работает в кофешопе. Он работает, официально работает в кофешопе. Возить нельзя, продавать можно. Мы извинились перед полицейскими, и полицейские нас отпустили. Почему они к нам пристали? Потому что мы не проявили к ним неуважение. Гоша, в Таиланде бы это не прошло. В Таиланде разрешено, если ты знаешь, официально. Нет, с полицией такое не прошло. Официально в Таиланде сейчас разрешено, как в Голландии. Если ты не в курсе. Я про отношения с полицией. Да, там одного I'm sorry, guys не хватило. У нас тоже тут от войны, от Лудзу. Тут тоже не прохиляло бы однозначно. А там по-другому, понимаешь. Есть закон, но ты его можешь нарушить, если никому не мешать. И кури где хочешь, понимаешь? Чтобы не жаловались. Гошка, вот слушаю тебя и вспоминаю Ильфа и Петрова. Помнишь, как Остап Бендер говорил, учитесь, киса. Как излагает мерзавец. Как стелет. Складно звонишь. Нет, учитесь, Шура, как излагает мерзавец. Да, и Киса рассказывал. Слушай, это все замечательно. А давайте попробуем. У нас есть про лодку или нет про лодку видео? Да, давайте поставим вообще, с чего начиналось. 13 номер поставьте, пожалуйста. Я с моим другом Мишей Дунков, ты, может, его знаешь, не важно. Хороший музыкант, любитель тоже. Мы вместе с ним 3 года назад, он меня позвал просто на лодку, говорит, давай пойдем походим вместе. Мы, значит, в 2 гитары, 13-й кусочек поставьте. И вот это после курсов, что получилось. Я обработал это немножечко, сделал мультяшно, потому что я хотел снимать документальный мультфильм о своих путешествиях. И вот это та лодка, на которой... Да, это лакшери катамаран. Это не та лодка с хипанами. Это лакшери катамаран, где я проходил практику полгода, 5 месяцев. Вот мы ходили между островами, пошли на Мадейру. И вот в таком... То есть ты уже как бы это дело освоил полностью, да? Да, я могу сказать, что, конечно, у меня нет такого, знаешь, я не могу сказать, что это морской волк. Нет, просто я знаю, как управлять парусным судном. Это определенный скилл. И да, если я попаду на парусное судно, я справлюсь с управлением. Там, пока там, может быть, какие-то нюансы ввиду нового судна. Если. С этим, вот, например, это хорошее судно. На той лодке, на которой я ходил потом 10 месяцев с кипанами, у них вообще ничего не работало. У них даже не было лебедки вытащить цепь. Мы вытаскивали в шестером. У меня руки, смотрите, какие мозоли. Мы вытаскивали в шестером цепь. Да ладно? Да, потому что невозможно. Нет лебедки и руками. Все там, все винчи, все веревки. Ну ладно, это, скажем, это вот начало было, да? Да.
Это потом ты попадаешь на лодку вот к хипарям. Потом я прожил в комьюнити в Португалии. Я сошел с этой лодки в Португалии, в Альворе. Я прожил полгода в городе Лагос. Удивительный городок. Мы там играли. Я жил в лесу, и мы играли на улицах Баскин это называется. Играли на улицах в поддержку штаба, для поддержку штабов. Но я продолжал работать. У меня все эти годы я продолжал работать как и обычно. Потом приехали ко мне друзья мои из Латвии, музыканты, забрали меня на кемпере. Мы поехали по всей Европе, проехали еще, доехали до Парижа. Мы 3 месяца катались по Европе. Потом купили билет и На кемпере? на кемпере приехали на Тенерифе. И потом на Тенерифе я 1,5 года, я жил в кемпере, ребята, они апарты сняли, потому что они пара, они музыканты, они до сих пор сейчас на Тенерифе, они работают как музыканты. Дельфины, смотри. Да. Вот. А я продал кемпер и пошел жить в пещеры. Вот сейчас. Это было буквально 1,5 Слушай, месяца. а нафига? А нафига жить в кемпере? Ну, в кемпере-то больше комфорта. Мне не нужен комфорт. Я не против комфорта. Я за натуральность присутствия в природе. Комфорт – это тоже фейк, это развод. Потому что жить в океане – вот комфорт для меня. Понимаешь? Жить в пещере – вот он комфорт. Когда ты чувствуешь, у тебя все, как будто бы ничего нет, но вместе с тем у тебя есть все. А то, когда тебе внушают, тебе надо это тебя обманывают, потому что ты в системе потребления. Меня никто не обманывает, мне никто ничего не внушает. Нет, я сам для себя решаю, мне это нравится или мне это не нравится. Откуда ты знаешь, что это тебе нравится? Потому что с детства... Потому что я чувствую. А ты чувствуешь почему? Потому что с детства тебе внушали, Гоша, что да вот ладно. это хорошо, а вот это плохо. Гоша, да ладно, детские фантазии у меня уже давно закончились, да? Вот, я тебе расскажу. По психологии мы все дети, и все мы дети, внутренние мы дети, и мы живем именно своими детскими ощущениями, которые были заложены в нас до 5 лет, сформировали наше эго. Это ничего, что так же, как ты, я тоже свои детские скиллы, как ты говоришь, все детские фантазии, я их закрыл, всех детских гештальты. Это гештальты. Да, поэтому про то, что мне кто-то что-то внушает, давай не будем. Я для себя сам определяю, мне это надо или мне это не надо? Мне это хорошо или мне это плохо? Это иллюзия, если что. Ты в курсе, что мы живем в иллюзии? Да. С точки зрения физики, Да. с точки зрения... С точки зрения физики мы живем действительно в иллюзии. Об этом говорят сегодня современные физики. На квантовом уровне понятие квантовой флуктуации, если ты понимаешь, о чем идет речь. И если это действительно Как излагает мерзавец, а? Стилю гладко. Если это действительно так, то нельзя сказать, чья иллюзия лучше, чья иллюзия хуже. Но если тебя заставляют работать, и ты ведешь образ жизни, когда ты вынужден быть в системе, как белка в колесе, давай кредит, давай быстрее туда-сюда, и ты всю жизнь. Я так прожил 50 лет. Я теперь не понимаю, я очень жалею, что я раньше не узнал о том, что так можно. Я жил как все, поскольку я ответственный человек, и свобода без рамок она не существует, поскольку свобода без рамок – это вседозволенность. Конечно, я не мог бросить кошку, я не мог бросить там больную жену или там детей, сказать, да, я пошел типа хиповать. Нет. Но сейчас ты бросил детей и Дети поехал. выросли. Младшему День был хорошо. 23 года. 23? Младшему. Старше 35. И? Они устроены, все в порядке. Они реализованы, они устроены? Да. У меня сын актер, средний актер, очень хороший в Даугавпилсе, работает певец, мелкий клипмейкер, старший живет в Лондоне, а мелкий живет в Цюрихе, у него там проекты, заказы. Они мне уже помогают, они там, очень все хорошо, в этом плане все клево. То есть они поддерживают вот эту твою тему? Да, они, младший, он показывает своим работодателям, они очень крутые, они, как там твой батя? Они в Цюрихе, они крутые, и он показывает, они такие, блин, как круто, понимаешь, это богатые люди. Богатые люди мечтают жить примерно так, как я, мечтают о путешествиях, мечтают о закатах, они не могут себе это позволить, поэтому мы в нашем государстве, в чил-государстве, если хочешь, это чил-чорч или чил-церковь, мы, как монахи, чилим за все человечество, за тех людей, которые вынуждены работать, а мы за них отдыхаем. Причем делаем это за донаты. Такая идея. Мы чилим за все человечество. Это очень важно. Елисеев, Матвеев, он за нас отдыхает. Да, я за вас, пацаны, тоже отдыхаю. Это важно. Почему? Для сохранения баланса между людьми работающими и людьми отдыхающими. Потому что большинство вынуждены работать, понимаешь? Они вынуждены быть в этих рамках ответственности. Они не могут... Нет, знаешь, как... Гошка, ладно. Это правда. Это сейчас не шутка. Ну-ну. Я об этом подумал впервые. Мы когда пришли с Бобой, он ходит принципиально босиком,
босиком, мы пришли в джаз-клуб, он босиком, джаз-клуб, и к нам подходит один подвыпивший парень, такой: чуваки, ребята, а что вы тут делаете на русском? Он говорит: слушай, иди отсюда, ты бухой, иди, мы чилим, мы чиллеры, иди отсюда. Чиллеры, а что это такое? А расскажите. А оказалось, что этот... Я говорю: а вы откуда? Я говорю: ну, из Латвии. Ой, я тоже из Латвии. А где ты живешь в Латвии? А в Риге. А где именно? А в Иманте. Он оказался мой сосед напротив дома. Мы встретились на Тенерифе в джаз-клубе. Он оказался моряком, старпом какой-то, там большая должность, входит по полгода там на больших кораблях. И когда мы ему рассказали о концепции чила, он говорил: все, ребята, я хочу с вами быть. И мы сейчас закорешились, мы до сих пор дружим. И он смотрит на нас. И что, он бросил корабль и пошел? Он не бросил, но он мечтает. Он говорит: я не могу, у меня жена, ребенок, все такое. Да. Но я обязательно, понимаешь, все люди мечтают о свободе. Я беру интервью у тех людей, которых я встречаю. Это моряки, это хипаны, музыканты, очень разные люди. Я у них спрашиваю: что такое свобода? И мне люди рассказывают о свободе. И я понимаю, что свобода и счастье для людей, как осознанно, это необходимость. Но надо осознавать эту необходимость. А Жан-Поль Сартер, это философия экзистенциализма, он говорит, что свобода – это то, что мы делаем, исходя из того, кто мы есть. Вот все то, что мы делаем, исходя из того, кто мы есть, это и есть проявление нашей свободы. Я делаю то, что я вот сейчас делаю, это мое проявление свободы, исходя из кто я есть. Я могу по-другому поступить или там, жить как-то по-другому, но мне так нравится, потому что я такой, какой я есть. Гошка, обратно в цивилизацию не тянет? Абсолютно нет. Мне вот, я, честно говоря, вот приехал, Рига, ладно, серый мой город, как пел Саша. И да, у меня куча друзей. По друзьям я соскучился, конечно, там все такое, но я хочу в путешествие, и чем дольше я здесь оставляюсь. То есть тебе эта бацилла заглотила? Я думаю, что это не бацилла. Все мы ведь так устроены, что мы получаем ощущение жизни, счастья или кайфа в результате выделения определенных гормонов. У меня гормоны, мой дофамин, выделяется тогда, когда я прихожу на новые какие-то места, вижу какие-то удивительные закаты, океаны, яхты, приключения, и у меня вау, куча дофамина, понимаешь? Я чувствую себя живым в этот момент, чувствую жизнь, лайф. А когда ты сидишь дома, и даже пускай это будет самый комфорт, хоть золотой унитаз у тебя, и ты сидишь, для чего тебе золотой унитаз, чувство собственной значимости повысить, у меня круто, комфортно. Да это все условности. Послушай, это вся условность материальная, это все замечательно. А вот если, условно говоря, ты там все равно продолжаешь работать, у тебя хоть есть какие-то, не знаю, финансовые поступления какие-то, да? А у всех так или нет? Вот, например, Боба, он 8 лет нигде не работает, но он зато каждый год за что он живет? Он музыкант хороший, он просто может взять гармошку губную, включить минус, выйти на стрит, мы так делали много раз, и сыграть какой-то кусок за час, он может заработать 50 евро. Иногда 100 евро, понимаешь? Он хороший музыкант, люди платят не за ту музыку, которую он играет, а за перформанс. Он как хипарь, он олицетворение свободы для людей, которые его видят. И люди идут: надо его поддержать, потому что он живет моей мечтой. И как оказалось, я живу мечтой многих моих знакомых друзей. Я это вижу по социальным сетям, когда я выкладываю что-то такое, где я просто в пещерах. Все: вау, как круто, мы тоже так хотим, и все такое. Очень многие люди хотят жить примерно Ладно, так же. ты сейчас уехал, твоя пещера стоит свободная, Да. со всем твоим проектором, матрасом и со всеми батареями. Да, это я батарея оставил. Проектор я дал Бобби, он показывает хипанам фильм, у него машина, там у него кемпер, он приезжает. Сегодня в кино, значит, он раз, и все такое. Сегодня синематограф от Бобы. Да. Ну, так что я за вещи не беспокоюсь. Моя сейчас задача научиться работать полностью. Я уже видео научился делать на телефоне. Сейчас мне нужно научиться делать полностью аудио. Я уже умею записывать, монтировать так, чтобы у меня не было компьютера, у меня будет телефон и гитара, и маленькая сумка, где будут мои там вещи, принадлежности, не знаю, трусники и носки, и зубная щетка. И вот в таком режиме путешествовать, вот это круто, понимаешь? Когда у тебя ничего нет, но у тебя все есть. Ну, это целая философия. Да, безусловно. Это целая философия, и к этому надо прийти. Если ты к этому пришел через 3 года своих вот этих творческих скитаний... Я пробовал потихоньку, я не сразу, потому что было очень я страшно. поэтому и говорю, ты 3 года к этому, я не знал, так, получится приходил. или не получится. Если бы не Боба, который мне, очень много, я посмотрел на него, как он живет, он 8 лет уже так живет. У него 2 машины, и куча еды. Обалденный бомж. Да. 2 машины. Да, 2 машины. Одну ему подарили.
Холодильник Розенлиф хороший, финский, бесплатная путевка. Потому что он где-то играл, подходит, что ты? А я вот, познакомились. Слушай, у нас есть тачка, мы тебе ее хотим подарить. Взяли, мы подарили. Потому что это воплощение мечты о свободе, понимаешь? И хипаны, они... Красивую базу ты подвел, Гоша, под это. Вот очень красивая формулировка. И то, я о чем сейчас говорю, я говорю о том, что, ребята, продолжайте мечтать, путешествуйте, образовывайтесь. Это в ведической литературе это состояние называется самадхи, если хочешь. Когда ты плывешь по течению реки, не пытаешься изменить течение реки или против течения, ты просто течешь, плывешь и наблюдаешь жизнь, продолжая себя совершенствовать. И в этом состоянии ведическая литература говорит, можно обрести счастье. Я себя чувствую удивительным образом, живя на природе, путешествие в океане, куча приключений. Давайте, кстати, посмотрим что-нибудь. Давайте посмотрим про океан что-нибудь. Я бы хотел все-таки вернуться к теме, как ты жил на лодке с хипарями. Вот давайте поставим 11 номерочек поставим. Поставьте, пожалуйста, 11 номер. Как хипаны развлекаются на лодке? Вот так. Это развлечение. Да, это Костя, он профессиональный моряк, он приехал специально из Казахстана, помогает нам ремонтировать лодку, потому что после шторма у нас борт сломан был, и нас, в общем, спасали. Одного парня на вертолете спасали. В общем, нам очень повезло, что мы не утонули. Поставьте еще, пожалуйста, 4. Это была вот та лодка, на которой вы жили, да? Да. А это кто? Один из наших. Да. А поставьте еще 8, пожалуйста. Слушай, просто рекламный ролик. Это на Мадейре. А это на Мадейре. Да. Это Гоша купается на Да, Мадейре? это я умываюсь. Вообще, ты знаешь, Вот это душ. Океан на меня производит очень странное. Я никогда не думал, я не люблю эти разговоры про какие-то энергии, бла-бла-бла. Но когда ты ныряешь в океан, и вот выходишь, как будто бы вот дорогу порошка какого-нибудь. Такое ощущение, просто энергетически тебя вот так, и все, и ты вот так вот вылазишь, и все. Хорошее сравнение, образное. Да. Да, Гоша. Ну так что было с хипанами на этой лодке? Сколько вы там прожили? Я прожил 10 месяцев. Лодка, она пришла из Португалии на Тенерифе. До этого она тоже попала в очень сильный шторм. И многие не работают. Лебедки старые Узлы, работают, да? узлы, да. То есть приходится якорь тянуть руками. И там все вот так, понимаешь? Ну, это дико интересно, потому что все надо ремонтировать. И мы, значит, давай все ремонтировать. И после еще шторма, когда нас потрепало, это отдельная история, когда одного чувака спасали на вертолете, а я его пытался тоже спасти, прыгнул за ним, чуть не утонул. И лодку нас чуть было не разбило, потому что 45 узлов, ветер, и нас сорвало с якоря. И в последний момент мы завели двигатель там 20 метров от стены. Ну, в общем, очень много там, даже в газету местную попали, что такое ЧП произошло. Но фишка в том, что ходить, на лодке, это очень интересно, особенно если это комьюнити хипатское. Там не надо драить палубу, вот на той лакшери лодке, на которой мы путешествовали с другом, она белая лакшери. Мне приходилось там все вот тут чистить, чтобы все было такое блестящее. А тут нет. Тут просто ты живешь на лодке, пошли туда. Срач вокруг, да? Нет, срач никакой не вокруг. Хипаны, несмотря на то, что они довольно дезорганизованные по сути своей, но лодка требует порядка определенного. Порядка. Да, когда я впервые узнал, что там хипаны на лодке, я сказал, как так может быть, это невозможно, потому что это несовместимые вещи. Но среди хипанов есть очень... Там один парень был вообще вундеркинд, 21 год ему. Что бы он ни делал, у него все получалось, и причем круто. Я ему показал на гитаре, как играть джазовые аккорды, он тут же стал их играть. Что для меня вообще... Я показывал ходы, которые я играл там несколько лет, учил. Я ему показал, он через 5 минут их играет. Я такой, нифига себе. Мы прожили вместе, там, репетировали. И потом я уже, когда уходил с лодки, он уже круто играл. Просто вот научился. И он откуда эта лодка взялась и куда она делась? Эта лодка принадлежит шведу, который купил ее на Филиппинах за 15 тысяч евро. И просто он такой... Он из богатой семьи, этот парень. И он просто на ней путешествует, приглашает друзей. И друзьям потом ее оставляет, летит обратно в Швецию. У него там в Швеции ретрит-центр. И он такой спиричуал.
Спиричуал хипатский, да, такой, он приезжает обратно на лодку, значит, ему хипаны досматривают, ремонтируют, все такое. Вот он прилетел, он пожил, и сейчас лодка пошла в Португалию, они ее сдали в рент. Сейчас она в Порту. Вы там ее отремонтировали? Отремонтировали, да. Вот мы когда отремонтировали, они пошли перекрасили, и сейчас она стоит как на Букинкоме. На Букинге она сдается как гостиница. Ну и хорошо, это был такой этап и период. Мне там починили, я научился ремонтировать многие вещи по дереву, по металлу, там перебрали мотор, винч починили, который лебедку тянет, и цепи, все такое. Да. Это очень интересно. Это как конструктор для взрослых людей. В детстве ты собирал машинки из конструктора, а тут яхта, и ты ее ремонтируешь, и это все по-настоящему. От этого зависит твоя жизнь и безопасность, и не только твоя. Еще надо идти доставать воду, еду, там, в общем, куча вопросов, которые тебе надо решать каждый день, которые связаны с твоей жизнью и выживанием. Послушай, но то, что яхта, скажем так, на воде, и она же подразумевается, же есть какие-то там морские законы, соответственно, в Испании это тоже действует, что вы же должны как-то по морским законам там взаимодействовать конечно. А что ты имеешь со всеми. У меня вопрос, если эта лодка, она вот такая, скажем так, сегодня пришла, завтра ушла, то-то, 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 значит ли это, что там есть какие-то люфты в законодательстве и то, что, скажем так, ну там более это все свободно, нежели чем здесь? Я не понимаю, о каких ограничениях ты говоришь. Что такое свободно? Более свободно что? Ну, смотри, у тебя полураздолбанная лодка, да. Здесь бы ее вообще запретили выходить на ней. Нет. По закону ты можешь хоть на ванну вот возьми, спусти, это твоя личная ответственность. Ты можешь путешествовать хоть плот, хоть что угодно. Возьми, если она плывет, ты сел туда, и ты плывешь. В этот момент... Я тебе наши законы экстраполирую туда, поэтому я такой вопрос задал. И по нашим законам ты можешь взять любую посудину, хоть тазик, сесть в него и плыть. Это твоя ответственность. Ты капитан своего тазика, понимаешь? Если ты будешь тонуть, тебя, конечно, приедут спасать. Про тазик окей, но лодка есть объект, который имеет свой паспорт. Да, никаких техосмотров не существует. Здесь существует, Гошенька, или ты не знал? Где существует? Ну, ты должен иметь официальное разрешение для навигации, что ты можешь выходить. Но техосмотра никакого нет. Твою яхту никто не будет говорить, что у вас руль неправильно работает. Нет, тебе никто такого не скажет. Руль может быть самодельный. И давно? Всегда так было. Это было всегда. У тебя должна быть лицензия. У меня есть. Это шкиперская лицензия. Ты имеешь право управлять парусным судном. Там длина судна, тоннаж и так далее. Но никто тебя не будет говорить, что у тебя судно неправильно пикировано. У тебя такая у меня лодка. Я вот хожу на веслах гребу или там, что хочешь, ты на чем угодно, на плоту. Иди, твоя... Гоша, я тебе советую, если ты здесь надумаешь, скажем, что-то с лодкой делать, я тебе советую сначала набрать информации, потому что тут несколько отличается. Я знаю. Тут ты не можешь быть капитаном своего тазика и все. Нет. Тебя могут в целях безопасности... Только ты выйдешь, да, тебе сразу подъедут. В целях безопасности, наверное. Здесь я не знаю. Там, пожалуйста. Вот я тебя про это спрашиваю. Значит ли это, что там более свободно на все это смотрят? Я никогда не задавал ни себе этот вопрос. Я знаю многих ясменов, у которых здесь есть лодка, они ходят, и здесь никто у них не спрашивает никаких документов, и не спрашивает тем более техосмотра. Понятие техосмотра не существует на яхтах, понимаешь? Это твоя ответственность. Кто такой шкипер? Шкипер, который умеет управлять яхтой. А капитан – это человек, который несет ответственность за себя и за судно, понимаешь? И еще за тех людей, которые... Если ты берешь пассажиров, понимаешь? Пока ты один, ты шкипер. Как только ты кого-то взял, ты капитан. И поэтому, чтобы не было ЧП, всяких происшествий, вот как вот у нас случился ураган, нашего парня спасали на вертолете, конечно, мы совершили кучу ошибок. А что было? Пришел ураган, когда прогноз смотришь 45 узлов, ребята не переставили лодку, я в это время был на другом острове, я им пишу, а что вы не уходите, завтра ураган приходит 45 узлов. Фигня, мы выстоим. Это... в общем, волюнтаризм называется, шапкозакидательство. Я поехал на эту лодку помогать им, потому что они там остались втроем, цепь надо тащить невозможно, потому что вдруг надо сняться с якоря. И я приехал, утром просыпаюсь от того, что ветрюга
и кто-то, наши Динги. Динги — это надувная лодка. Ее сорвало, один парень прыгнул, пытался на веслах обратно к лодке плыть на этом Динге, но его унесло в океан на 4 километра. Я прыгнул там, пока его, Гоша, помоги, help. Я привязал весло к себе и прыгнул в бушующий океан за ним. Естественно, не смог его догнать, потому что его унесло за 10 минут, а я обратно уже не мог плыть, потому что против ветра в такую... И куда ты делся? Я плыл в сторону Харборда, ну там порт небольшой. Я там минут 30 я плыл, пока я плыл 30 минут. С трудом я доплыл. Если бы еще минут 15, я бы сил просто не было. Я не мог выбраться потом по этой Хорошо, что весло к себе привязал. Весло мне мешало, я его привязал просто к Я плыл вот так, не на лодке, я плыл руками, просто. Не, но все равно, хоть предмет, Какой толкаешь перед предмет? собой. Да нет, это пластиковое весло, я его привязал сзади. И, не мог выбраться, а его за это время отнесло уже на 4 километра, и его эти лодки спасательные не могли найти. Пришлось вызывать вертолет, и только с вертолетом его нашли, а нашу лодку сорвало с якоря в это время и чуть не разбило о бетонную стену и о дорогущие яхты, которые стоят в Марине. И все это происходило на моих глазах, я в трусниках с веслом. Девушка с веслом. Да, и я такой вижу, несется с 55 тонн. Это ферроцементная лодка, 55 тонн, 20 метров, 60 фут. И она несется с огромной скоростью на бетонную стену. Я понимаю, что если сейчас произойдет столкновение, это будет просто катастрофа, лодка развалится, и там два парня, они бы точно погибли. Тот чувак в море, а я такой, стою с веслом, с трудом выплыл. Такая вот ситуация, понимаешь? И они в последнем... А двигатель у нас заводился через раз. И это как бы баба подлетает. Посмотри, что с вашей лодкой, вы что, придурки, почему вы не ушли? Она, во-первых, мне весь... надо было уйти, это, конечно, наш косяк. А лодка завелась в последний момент 20 метров от стены. Там полиция приехала уже, потому что, ЧП, чувака с вертолетом. И человек, наверное, 50 стоит вот так вот просто смотрит. Что будет? Да, что будет? И лодка так на них летит прямо. Они такие... И я такой стою, все. В последний момент они завели. И так вот вырулили, потом подошли два бота, нас отшвартовали к бетонной стене, в общем, сломали борт, и нам потом его 2 месяца ремонтировали, бетонный борт, заново клали опалубку, все там бетон, риллинги все эти, в общем, ремонтировали 2 месяца эту лодку, потом вот такие приключения, но все остались живы. Потому что если бы вертолет... Я с трудом уговорил эту тетку, чтобы она вызвала вертолет, потому что, говорит, в такую погоду мы не летаем на вертолете, слишком ветрено. Человек ушел, я говорю, у нас ЧП, давайте. Я потом ей подарил бутылку бальзама рижского. Этой тетке, она такая... Гоша, пробили борт бетонный. Да. Это откуда деньги на ремонт? Вот у этого капитана и мои. Я там единственный, кто работал, пока капитана не было. Я прожил на лодке 10 месяцев, а его не было где-то полгода. Лодку содержал я. Там еда на всех пацанов. А мне нравится, Гоша, ты знаешь, молодец. это называется карма-йога. Если у тебя есть, и ты делишься, то тебе приходит. Молодец, Гоша. Это очень Молодец. Так, и что теперь ты можешь... У нас что-то еще есть на Да, у финал? нас осталось два видика. Давай поставим 3-й номер. Я не только живу на лодке, у меня там еще довольно интересная жизнь происходит. И я познакомился с удивительными людьми. Вот, в частности, 2 девчонки. Они близняшки, они взрослые девчонки, но они из Украины. И мы с ними задружились. И поставьте вот 3-й ролик. У них кабриолет такой, значит, мы катаемся. Хорошие девчонки. Хорошие. Вот я, значит, как-то беру вот так гитару и говорю, что это, значит, рок-стар на пенсии. Как выглядит рок-стар на пенсии? Примерно вот так. Это, просто катаемся, я беру гитару и очень красиво. На закате вот так поехать куда-то, что-то там. Я тебе скажу, тебе идет. Да. Кабриолет тебе идет, кабриолет, Гоша. Это лучше, чем пещера. Да. Вот как раз мне Боба звонит, если что. Сейчас мы можем ответить, сказать, что мы ведем переговоры. Что-то он мне звонит. Вот примерно так, да. Давайте, я не знаю, время, наверное, у нас уже поджимает. Давай тогда еще последнее видео, которое есть. Поставьте, пожалуйста, еще. Сейчас, да, вот этот будет называться «Утро путешественника». Утро путешественника. Да. Это же 9-й. И меня пригласили эти же девчонки, они близняшки, у них день рождения, и выглядело это примерно вот так. Утро
У них Тарзан. у них вилла на берегу океана. И вот они, значит, пригласили. Я там и диджеем был, и видеооператором, и на гитаре играл, и шашлыки жарил, и наливал. Был единственный мужчина. У них там дети. И вот так вот, ну, гости пришли. Все, значит. И вот просто вот красиво. Это к тому, что очень по-разному, на разных островах, по-разному, с разными людьми. Это не только хипатские существования в пещерах, это еще может быть и так. Но вот такой образ мне не очень нравится, потому что это слишком все гламурно, слишком мало такой естества природы. Да. Ну, как-то так, забавно. Что я тебе могу сказать, друг сердечный? Наша беседа потихоньку уже приближается к своему финишу, поэтому сейчас ты можешь вот какой-то тезис, может быть, который ты все время хотел, а я тебе перебивал, тебе не давал сказать. Вот у тебя открытый микрофон, давай, рассказывай. Я не знаю, я, по-моему, все уже сказал. Какой-то месседж. Что такое? Что? Сюда, да. Я хотел бы... Я не знаю, мне кажется, что люди все, которые говорят... Мы говорим о счастье, люди стремятся к счастью. И, конечно, я тоже в поисках своего понимания счастья. Мне кажется, что человеку для счастья нужно совсем чуть-чуть. Это, во-первых, жить на природе, заниматься чем-то творческим. В моем случае я там пытаюсь играть на гитаре, даже петь иногда и так далее. Ну, развивать себя и позитивно относиться, ну, я говорю банальные вещи, позитивно относиться к миру. Ну, важно путешествовать, менять постоянно среду обитания, что-то в своей жизни постоянно менять, не бояться перемен, как пел Виктор Цой. Мы ждем перемен. И перемены в этой жизни самое лучшее, что может быть. Вот к какому выводу я пришел сегодня. Дамы и господа, это был Гоша Теплов, наш старый добрый приятель. Обратите внимание, как он изменился по сравнению с прошлым разом. Это такой уже, я бы сказал, возмужавший Тарзан с хорошим загаром, с такой манерной бородкой. И, я так понимаю, с абсолютно новым подходом к жизни и с абсолютно новой философией, которая, скажем, 3 года назад у тебя еще немножко по-другому это все прослушивалось, и я это воспринял. Ну, а что я тебе могу пожелать, Гоша? Я тебе могу пожелать, во-первых, чтобы ты нашел то, что ты ищешь. Это раз. Во-вторых, чтобы тебе здоровье не подвело, потому что это очень важно в жизни путешественника. А я понимаю, что Испания – это не последний пункт на шарике, куда ты собираешься отправиться. Поэтому тебе всяческих успехов, удачи. Спасибо. И, дамы и господа, будем следить за тем, как этот фрукт у нас путешествует по миру и периодически дает нам свои отчеты. Это был Рига Студио. Спасибо, Гоша, за беседу. Чао. Спасибо, что пригласили. Счастливо.